Здравствуйте! Вчера мы говорили о периодах плато в изучении языка. А сегодня мы поговорим о навыке говорения. Самое первое, что обнаруживают изучающие язык, это то, что говорить на нем гораздо сложнее, чем понимать его. Это естественный процесс. Почему такое происходит и как выровнять уровень понимания и уровень говорения? Давайте разберемся, почему говорить сложнее, чем понимать. Как наш мозг усваивает языковую информацию? Какие техники помогают поднять разговорный уровень? Итак, почему понимать язык легче, чем говорить на нем? Большая проблема для тех, кто изучает язык, заключается в следующем. Казалось бы, и грамматику я знаю, и словарный запас имеется, даже с чтением и пониманием на слух все окей. Но когда я начинаю общаться, у меня ничего не выходит. Слова не связываются в конструкции. Нужные правила в голове не всплывают. Это происходит от того, что, несмотря на то, что язык осваивается бессознательно, через понимание и погружение, при говорении включаются другие процессы. Чтобы формулировать мысли на новом языке, задействуется другая часть мозга. Говорение – это навык, который также нужно развивать. Можно прекрасно понимать новости и телевидение, но растеряться в элементарной беседе. Схематично процесс изучения можно сравнить с компьютером. Жесткий диск, бессознательное, хранит огромный объем информации, а оперативная память, сознательная, исполняет команды. При этом она обращается за информацией к жесткому диску. Один неприятный момент, который с этим связан, и который неизбежный в начале освоения языка, я испытал совсем недавно. Будучи в поездке в Андорре, я стоял в холле отеля со сноубордом, когда ко мне подошел мужчина и спросил, говорю ли я по-французски. Я уверенно ответил, что да, поскольку пару лет я изучал его пассивно, слушая аудиокниги и ролики на YouTube. Я отлично все понимал. Он спросил, как добраться до главного подъемника. И я с ужасом осознал, что ничего не могу сказать по-французски. Потом я проиграл весь возможный диалог. Я знал все необходимые слова и грамматику. И этот пример показателен. Такое происходит, когда человек концентрируется на понимании, но игнорирует разговорную практику. Мозг просто не тренирует такого рода деятельность. И неважно, сколько мы изучаем язык пассивно, 5 месяцев или 5 лет. Когда мы начинаем общаться, уровень говорения у нас примерно одинаков. Поэтому, если ваша цель говорить, нужно это делать. Проблема обучающих методик, что я пробовал, в том, что они заставляют делать слишком много. На выполнение упражнений и сотен самых главных советов не хватает ни времени, ни сил. В нашем курсе мы начинаем говорить с первого урока, используя простые техники имитации беседы. Вопрос-ответ и обратный перевод. Это отличные тренажеры, которые используют самые продвинутые преподаватели по всему миру. Они дают удивительные результаты. После наших уроков вы тут же можете применять свои знания в реальной беседе. Да, сложности при этом неизбежны. Общение на новом языке – это стресс. Но вам будет гораздо проще войти в разговорную практику. А если у вас пока нет возможности общаться, старайтесь ежедневно выражать свои мысли. Это могут быть ежедневные письменные импровизации на интересную тему, устный рассказ или запись себя на видео. Это может быть даже мысленный диалог с собой. Главное – усилие. А теперь практическое задание. На прошлом занятии мы делали shadowing, тренировали физический аспект говорения, беглость речи и произношения. Сегодня более креативное упражнение, и основной эпизод нам не потребуется. Мы сосредоточимся на работе с практической частью урока, на техниках story asking, вопрос-ответ, и обратный перевод, reverse translation. Прослушав весь аудиофайл, постарайтесь пересказать мини-историю своими словами.
Расскажите, что помните. Опишите сюжет или хотя бы передайте суть. О чем шла речь? А затем переслушайте аудиофайл Practice несколько раз. Во-первых, выполняйте упражнения вопрос-ответ и обратный перевод. Во-вторых, прослушивая раздел «История», делайте shadowing. В-третьих, после каждого прослушивания пересказывайте историю. Вспоминайте новые детали. Суть приобретения навыка – повторение. Однако, слушать один и тот же текст много раз может быть скучно. Поэтому мы и даем вам разные способы работы с уроком. Всякий раз можно ставить перед собой новую цель. Таким образом, обеспечиваются сотни повторений, и вы этого даже не осознаете. При этом с каждым повтором лексика и грамматика осваиваются все глубже. Ну а в следующем видео мы поговорим о том, как использовать наш курс для организации разговорных сессий с собеседником.